Может ли одно единственное имя разрушить самообладание мировой звезды под ослепительным светом прожекторов? И действительно ли за самой культовой дружбой в южнокорейской индустрии развлечений скрывается тайна? Давайте разберемся в неожиданном моменте, запечатленном на камеру, когда Пак Хён Сик случайно упомянул имя Тэхёна, что вызвало резкое изменение выражения лица Чингука, заставившее миллионы людей широко раскрыть глаза от недоумения. Прежде чем мы углубимся в череду событий, потрясших виртуальный мир, представьте, как маска профессионализма мирового кумира могла треснуть из-за одного случайно произнесенного на сцене имени. Вы когда-нибудь представляли, что за искренним смехом и идеальными жестами рук перед камерами скрывается такое сильное эмоциональное напряжение, что одна простая фраза может изменить всю атмосферу в зале? Тот вечер в Сеуле должен был стать обычным праздником для индустрии развлечений. Престижное гала-мероприятие, объединяющее гигантов кино и музыки. Однако то, что запечатлели камеры видеонаблюдения и внимательные взгляды фанатов, было далеко не обычным. Шепот, упоминание имени и мгновенно холодный взгляд разожгли бурю предположений, которая до сих пор не утихла. Все мы знаем, что в организованном мире развлечений каждое движение тщательно спланировано. Но спонтанная реакция Чингука в тот вечер была чем-то, что невозможно было бы подделать по сценарию. Все началось на престижном гала-мероприятии, где красная дорожка растянулась, словно гигантский язык, готовый поглотить все внимание публики. Атмосфера внутри великолепного здания была наполнена ароматом дорогих духов и звоном хрустальных бокалов. В углу главного зала внимание привлекло присутствие Пак Хён Сика, ведущего актера и неотъемлемой части элитного круга друзей, известного как Уугр Сквад. Хён Сик выглядел потрясающе в костюме, который подчеркивал его харизму уважаемого старшего товарища. Однако на другом конце зала присутствие золотого магнита BTS, Чингука, мгновенно перетянуло все внимание на себя. Чингук обычно появляется с взрывной энергией и улыбкой, способной растопить любое сердце. В тот вечер он казался немного более замкнутым, словно возводя вокруг себя прозрачную стену. Первые признаки появились, когда съемочная группа начала задавать непринужденные вопросы о последних проектах и отношениях между артистами. Никто не ожидал, что то, что поначалу казалось монотонным коротким интервью, превратится в ключевой момент, проанализированный тысячами экспертов по языку тела по всему миру. В тот момент Пак Хён Сик непринужденно болтал перед микрофоном, отвечая на вопросы о том, как он проводит свободное время в условиях напряженного съемочного графика. Дружелюбным и теплым тоном он начал рассказывать короткую историю о недавней встрече с близким другом. Однако атмосфера мгновенно замерла, когда Хён Сик, естественно, упомянул Тэхёна, настоящее имя Ви из BTS, как человека, с которым он только что встретился, чтобы поделиться историей. Неожиданная реакция была идеально запечатлена. Камера, случайно направленная на лицо Чингука на заднем плане, запечатлела быструю трансформацию выражения лица. В считанные секунды прежде нейтральный и спокойный взгляд Чингука внезапно обострился, словно сработала внутренняя сигнализация. Его напряженная челюсть сжалась, и легкая улыбка, застывшая на губах, исчезла бесследно, сменившись прямой линией, выражающей крайнее напряжение. Изменение было настолько резким, что даже находившиеся рядом журналисты на мгновение замерли, почувствовав резкий сдвиг в энергетике вокруг себя. Почему имя Тэхёна вызвало такую сильную и мгновенную реакцию? Было ли это просто совпадение, или за этим скрывался какой-то тайный замысел, ускользнувший от внимания общественности? Нам следует вернуться к сложной динамике отношений между участниками Уугр Сквад и BTS. На протяжении многих лет публика рассматривала эти отношения как символ здоровой и поддерживающей дружбы. Однако за этой гармонией часто ходят слухи о скрытом соперничестве, глубоких желаниях или даже секретах, которые нельзя раскрывать. Упоминание Пак Хён Сиком имени Тэхёна в присутствии Чингука было подобно открытию ящика Пандоры, наполненного сокровенными эмоциями, которые долгое время скрывались за завесой строгого менеджмента. Эти эмоциональные качели были особенно ощутимы, когда мы наблюдали, как Чингук изо всех сил пытался отдышаться после этого мимолетного момента. Он перестал быть просто недосягаемой мировой звездой. Он казался молодым человеком, борющимся с чем-то глубоко личным и важным прямо под постоянным вниманием публики.
Фанаты, смотревшие прямую трансляцию, немедленно заполонили социальные сети замедленными фрагментами. Начали появляться анализы его микровыражений, указывающие на каждое моргание Чингука и движение его лицевых мышц как на свидетельство чего-то большего. Некоторые называли это защитным выражением. Другие видели в этом кипящую тоску, а меньшинство предполагало неразрешенное внутреннее напряжение. Но одно было ясно – реакция Чингука была не просто случайным ответом на имя товарища по команде. Это была реакция человека, услышавшего имя, которое несло в себе тяжелый эмоциональный груз. Эти эмоциональные следы намекали на то, что мы видели на экране, было лишь верхушкой айсберга гораздо более сложной и, возможно, более болезненной реальности. В социальных сетях разгорелся настоящий ажиотаж, когда очевидцы на съемочной площадке начали публиковать рассказы о том, что не попало в объективы основных камер. Некоторые сотрудники съемочной группы за кулисами шептали, что перед началом шоу между двумя сторонами произошел короткий, но напряженный разговор. Пак Хён Сик намеренно упомянул это имя, чтобы спровоцировать реакцию, или это было чистым совпадением. Заголовки, разбросанные по интернету, часто бывают преувеличенными, но в данном случае визуальные доказательства говорят громче слов. Молчание Чингука после упоминания имени, его напряженный взгляд в пол и внезапная тишина на протяжении всего мероприятия указывают на один вывод: за кулисами разворачивается мощная история, связанная с верностью, братством, возможно, неразрешенными недоразумениями. Этот репортаж подробно расскажет вам обо всех событиях той ночи, анализируя, что на самом деле происходило в голове Чингука, когда имя его ближайшего друга прозвучало из уст другого человека на публичном форуме. Речь идет не о вымысле. Речь идет о подлинных человеческих эмоциях, запечатленных в истории современной поп-культуры. Напряжение нарастает, когда мы понимаем, что в последние месяцы публичное взаимодействие между Чингуком и Тэхёном действительно сократилось по сравнению с предыдущими годами, что порождает предположение о том, была ли это преднамеренная дистанция или требования профессионализма еще больше отдалили их друг от друга. Однако реакции перед камерами в тот вечер, казалось, опровергли все теории о расставании, заменив их загадкой глубины отношений, которая, возможно, находится далеко за пределами понимания обычных людей. Пак Хён Сик продолжал свой рассказ, словно не замечая небольшой бури, которую он только что раздул в сердце своего младшего коллеги. Чингук, казалось, отчаянно пытался вернуть себе профессионализм. Он поправил позу, слегка поправив пуговицы на пиджаке, но блеск в его глазах не мог лгать. В нем все еще таилось глубокое потрясение. Потрясение, которое делало его одновременно уязвимым и стойким. Именно это делает эту историю такой захватывающей. Не только из-за того, кто был замешан, но и потому, что эмоции просочили за пределы экрана и затронули самую человеческую сторону каждого из нас. У нас остался вопрос, насколько хорошо мы на самом деле знаем этих айдолов? И что происходит, когда их невероятно хрупкие личные миры сталкиваются с неутолимыми ожиданиями публики? Эта череда событий стала лишь началом более масштабного расследования. Каждая секунда видеозаписи той ночи содержала ценную информацию, которая, будучи собрана воедино, создала более масштабную картину, которую мы, возможно, никогда бы не представили. Меняющиеся реакции Чингука были не просто новостью из мира развлечений. Это был пример того, как давление индустрии и эмоциональная близость могут вызвать небольшой взрыв, который повлияет на весь мир. Имя Тэхёна – это не просто звук, а ключ, открывающий запертую дверь любопытства. Со временем мы начинаем понимать, что каждая деталь, от направления взгляда Чингука до продолжительности его молчания, является важной частью головоломки. Напряжение в комнате сохраняется даже после окончания интервью. Окружающие Чингука начинают замечать, что звезда больше не в том настроении, в каком была, когда впервые вошла в здание. Его окружает таинственная аура, отбивающая желание подойти или даже просто поздороваться. В этом сила глубокого сюрприза, преподнесенного прямо и без прикрас. Публике еще раз напоминают, что за гламуром и успехом эти звезды остаются личностями с сильными эмоциональными связями. И иногда имя человека — это самая мощная вещь, способная потрясти их мир. Наше путешествие в разгадку тайны внезапной реакции Чингука будет долгим.
Каждый слой, который мы откроем в следующих главах, приведет нас к неожиданным истинам, которые мы только начали исследовать. Эмоциональные вибрации, витающие в воздухе, до сих пор ощущаются через распространяющиеся видеозаписи, словно время остановилось на мгновение, когда прозвучало это имя. Тишина, последовавшая за упоминанием Пак Хён Сиком имени Тэхёна, была не просто паузой, а пустотой, заполненной тысячами неразрешенных вопросов. Скрывал ли Чингук что-то? Или он просто пытался скрыть что-то ценное от публики? Все эти подсказки приведут нас к более глубокому анализу треугольных отношений между Пак Хён Сиком, Тэхёном и Чингуком, корни которых, как оказалось, уходят гораздо глубже, чем мы могли себе представить. Каждое слово очевидца, каждый анализ эксперта по мимике и каждый ответ менеджмента в конечном итоге станут частью этой длинной истории. Мы являемся свидетелями реальной драмы, более драматичной, чем любой телесериал. Потому что здесь задействованы реальные чувства, и последствия каждого действия оказывают глубокое влияние на их карьеру и личную жизнь. Запечатленная на камеру смена реакции Чингука — лишь вершина эмоционального айсберга, готовая к дальнейшему исследованию. Ваше любопытство будет подогрето новыми фактами, которые заставят вас взглянуть на этот момент совершенно по-другому. Среди сверкающих прожекторов Сеула и неустанной суеты индустрии развлечений одно имя становится центром непреодолимого вихря эмоций. Пак Хён Сик непреднамеренно, или, возможно, намеренно, поджег фитиль взрыва, который теперь распространяется повсюду. Чингук, звезда, стоящая в центре бури, должен смириться с реальностью, что весь мир наблюдает за ним, затаив дыхание, ожидая, какой будет его следующий шаг после того, как его имя и имя Тэхёна снова совпадут в одном предложении, которое меняет все. Вы когда-нибудь чувствовали, что тишина может быть громче даже самой мощной бомбы? Пока эхо имени Тэхёна все еще вибрирует в воздухе галазала, мир словно останавливается для тех, кто действительно обращает внимание на мельчайшие детали. Почему же такой профессионал, как Чингук, более 10 лет тренирующийся, чтобы справляться с любой ситуацией под пристальным вниманием публики, не смог скрыть своего внутреннего смятения из-за одного единственного имени? Это признак гораздо более глубокого конфликта, чем просто несоответствие расписанию. Или за несколько часов до начала съемок разворачивается какое-то важное событие, превратившее это имя в взрывоопасный эмоциональный триггер? Наше расследование заводит нас в темные закулисные переулки, где тени и шепот — единственные молчаливые свидетели того, что происходит до того, как включаются прожекторы. Если мы посмотрим на видео, замедленное до 10-й доли секунды, мы увидим нечто гораздо более тревожное, чем просто застывшее лицо. Обратите внимание, как зрачки Чингука расширяются сразу после того, как имя Тэхёна слетает с губ Пак Хён Сика. Это физиологическая реакция, которой невозможно сознательно управлять. Это признак реакции «бей или беги». Сильный шок, поражающий его центральную нервную систему. Почему упоминание имени коллеги по группе вызвало такую сильную защитную реакцию? Скрытая подсказка кроется в том, как Чингук нервно теребит пальцы под курткой. Это успокаивающий жест, который обычно делают, подавляя сильный гнев или грусть. Это не просто выражение скуки. Это выражение человека, изо всех сил пытающегося не взорваться на глазах у миллионов зрителей. Напряжение еще больше усугубляется положением Пак Хён Сика в этой истории. Как человек, известный своей близостью к Тэхёну и кругу Уугр Скуат, Хён Сик должен был стать связующим звеном между этими двумя мирами. Однако в тот вечер его слова прозвучали как кинжал, случайно задели еще влажную рану. Несколько наблюдателей из индустрии, присутствовавших на мероприятии, шептали, что атмосфера в VIP-зоне перед началом была крайне неловкой. Сообщалось, что Чингук и несколько коллег из окружения Тэхёна находились в одной комнате, но традиционного приветствия не было. Было ли упоминание имени Хён Сиком попыткой разрядить ситуацию, закончившуюся ошибкой, или же это был скрытый посыл, призванный напрямую спровоцировать реакцию Чингука? Трогательный эмоциональный поворот начинает вырисовываться, когда мы рассматриваем долгую историю отношений между Чингуком и Тэхёном. Их часто изображают как столпов динамичной, неразлучной группы, состоящей из братьев. Однако в последние месяцы общественное мнение начало меняться.
Казалось бы, незначительная стена между ними стала горячей темой обсуждения среди преданных фанатов. Глубокий шок последовал, когда изменение выражения лица Чонгука в тот вечер, казалось, подтвердило правдивость слухов.